Сцена началась в комнате, где мать готовила ужин для своего сына, а сын заполнял анкету. В этом вопросе говорилось, разговаривал ли он со своей матерью и как часто. На что он ответил, ответ был средним, и вопросы были в основном связаны с его отношениями с матерью. Когда его мать подошла к нему довольно близко и спросила, что он пишет, мальчик разозлился, сказав: «Не смотри на его вещи». И это было действительно неприятно, когда его мать подошла к нему довольно близко и спросила, что он пишет. Она назвала его по прозвищу. Когда он заполнял ответ на вопрос, в котором говорилось, хочет ли он отправиться в увлекательное путешествие в игре, на что он ответил, что, конечно же, он бы это сделал. Он поставил печать на своем имени. Ситуация изменилась, когда к ним домой пришла девушка из кабинета министров и представилась так же уверенно, как и раньше. Она сказала им, что участвовала в опросе, проведенном кабинетом министров, и пришла сообщить, что теперь он начнет новую жизнь. Она задала ему вопрос. В ходе опроса, проведенного кабинетом министров, выяснилось, что многие пользователи онлайн-игр действительно хотели бы войти в систему. Мир видеоигры. Он чувствовал то же самое, на что он ответил, если это возможно. Конечно же, когда Шури что-то записала на своем компьютере и ударила кулаком, чтобы войти. Когда зажегся свет, Масода спросил, действительно ли она отправляет его в мир игры. Когда он зашел за компьютер сзади, он увидел, что его мать спрашивает его, куда он направляется. Он подумал, что ему всегда было так неловко рядом с ней, и он говорил совершенно неправильные вещи. Но теперь он может отправиться в невероятное приключение, и, возможно, после возвращения он сможет быть более честным с ней. Когда он приедет, он надеялся, что сможет крепко обнять ее и сказать, что он дома. Когда он телепортировался в этот мир, он был удивлен, увидев окружающую обстановку. Он радостно воскликнул, что попал в волшебный мир, где обнаружил фей и других очаровательных существ. Удивленный своим неожиданным попаданием в это сказочное царство, был поражен, но его волнение было прервано укоризненным окриком матери, раздавшимся сзади. Она выразила свое разочарование его нетерпеливостью, выразив желание присоединиться к нему в этом новообретенном приключении. Настаивая на том, что им пора отправиться в приятные приключения вместе, она раскрыла себя в роли Мамоки, когда сцена переместилась в зону телепортации. Познакомившись с королем, Мамока и Масата попытались зарегистрироваться в этом фантастическом мире, что было сродни созданию учетной записи. Король подтвердил, что после регистрации изменения недопустимы. Масата пожалел, что использовал свое настоящее имя Мамока, поскольку выяснилось, что они участвуют в закрытом бета-тестировании онлайн-игры под названием Морпк. Король пояснил, что это связано с передовыми технологиями погружения пользователей в игру. Масата, не обращая внимания на свою регистрацию, усмехнулся, узнав о статусе бета-версии игры и ее предварительном названии. Король раскрыл их основные характеристики, классифицируя Масата как обычного героя, что указывает на нормальную жизнь, а не на поиски спасения мира. Понимая уникальную природу игры, Масата обнаружил, что его выбор, казалось бы, ограничен, но признал полученный опыт ценным. Король похвалил его за быстрое понимание, в то время как Мамока удивила обоих, спросив о концепции аккаунта, побудив короля предложить ей самой разобраться в этом. Король объявил о следующем событии, но Масата, заинтересованный присутствием своей матери, потребовал объяснений. Король загадочно заявил, что разгадывание таких тайн было частью цели игры, отвлекая внимание Масата бонусом для первого игрока, который включал 3 меча в качестве награды за прохождение игры. Самый сложный квест в игре. Когда Масата встал перед мечом, думая, что он не знает, но он чувствовал, что этот меч именно для него, так как был уверен в этом. Когда он вытащил меч, король сказал ему, что этот меч называется священным мечом Великого Небесного Свода, и в далеком прошлом, когда небо этого мира было покрыто тьмой, оно прогнало всю тьму одним взмахом руки. Король сказал, что это был потрясающий меч, и только герой мог держать в руках священный меч, и он действительно был настоящим героем. И только от игроков-тестировщиков зависело, выйдет ли игра из закрытого бета-тестирования в релиз. Как истинный герой, его деяния, несомненно, привели бы этот мир к новому измерению, поскольку Масада смутился, услышав эту похвалу, сказав, что поскольку он был единственным героем, выбранным Святым Мечом, он предположил, что сможет сделать все возможное. И возможно, поскольку Мамока вошел, чтобы получить награду. Меч, когда она вытащила оба меча, что удивило их обоих, Мамока сказала, что если она оставит один из них здесь, священным мечам будет одиноко, и они оба выглядят очень острыми. И можно ли ей использовать их в печенье? Сцена переместилась в обучающую битву, где присутствовали монстры, и Мамока сказал своему сыну, чтобы он наблюдал за ней, так как она будет стараться изо всех сил. Ее меч — это сама жизнь, которая родилась на земле и на заре человечества. Творение. И он был известен как священный меч Матери Земли, и он стал источником всей жизни в этом мире, так как Мамока дал огромное напали на монстров, и с ними было покончено. А еще у нее есть что-то вроде Лтуа, чудесного клинка, который спас мир от огромного всемирного потопа. И он назывался Священный меч Матери Океана и является символом договора между сушей и морем, который разделил мир между ними, когда Мамока показала ливень капель, убивающих все живое. Монстры. Когда монстры начали спускаться с неба, Мамока сказал, что пришло время Макуну показать свои силы, когда Масата взмахнул мечом в воздухе, но был убит простой воробей. Из-за
из-за чего Миоку запрыгал от счастья, сказав, что он сделал это и сделал это потрясающе. Но Масата был разочарован, когда Момоко спросила, что случилось и не пострадал ли он. На что Масата ответил, что дело не в этом, потому что это было неправильно. Почему ей удавалось наносить многоцелевые удары вместо своей основной атаки? Масата ложится, выражая нежелание продолжать приключение с Момокой. Момоко успокаивает его, обещая, что следующее приключение будет еще веселее. Масата предполагает, что она сможет справиться с этим приключением самостоятельно благодаря своим мощным способностям. Он представляет, как она побеждает монстров одним ударом. Момоко, однако, подчеркивает важность многоцелевых атак с двумя ударами, упомянутых в руководстве. Несмотря на увольнение Масата, Момоко настаивает, что это сделало бы ее ребенка по-настоящему счастливым, соблазняя его обещанием крепких объятий и радости совместного приключения. Масата сомневается, что Момоко настаивает на участии в приключении только потому, что она его мама. Момоко, надувшись, обвиняет его в том, что он злой и расстраивает ее. Масата утверждает, что это фантастическая игра для молодых людей, за исключением родителей. Момоко со слезами на глазах извиняется, пытаясь объяснить ситуацию, как советуют Шарады и другие. Расстроенный угрожает отречься от нее, если она не начнет говорить. Момоко снова извиняется, выражая свою любовь и желание быть ближе к нему. Осознав, что его слова были обидными, Масата склоняется перед ним с извинениями. Момоко утешает его, показывая, как она счастлива, когда он добр и заботлив. Масата подвергает сомнению его действия и снова извиняется, что побуждает Момоку предложить ему отправиться во множество приключений и провести множество бесед. Масата соглашается, и Момоко спрашивает, может ли она присоединиться к его компании. Масата соглашается еще раз, и они телепортируются в лес перед королевством Малая. В игровом мире Масата поражен, но замечает неловкие лица НПК. Когда они входят в гильдию искателей приключений, Момоко предлагает начать атаку, к которой следует отнестись серьезно. Масата беспокоится, что это может привести к гибели игрока. Внутри гильдии они встречают Шурейс, женщину за стойкой регистрации, которая объясняет, что она является игровым объектом. Она знакомит их с потенциальными членами партии. Масата, опытный игрок в Морпг, выбирает 3 участников. Момоко уделяет особое внимание выбору компаньонов, с которыми они могут расти, и переносит сцену на интервью с выбранными участниками. Масата чувствует себя неловко из-за того, что может произойти дальше. По ходу интервью Масата подумал, что 3 потенциальных члена партии, на выбор которых он потратил так много времени, были отвергнуты его матерью, потому что их характеры были грубо. Одна из них сказала, что она была носильщицей, и одно из ее умений давало ей скидку при совершении покупок или проживании в гостинице. За что Момоко сказала, что она была ходячим купоном. Портер сказала, что у нее также была специальная сумка для покупок, которую она получила в качестве бонуса для нового игрока, и в ней она могла хранить 300 предметов, независимо от того, насколько большими или тяжелыми они были. Она говорит, что зарегистрировалась как небоевая группа, поэтому не могла драться, но она усердно занималась тем, что умела, и старалась изо всех сил. Момоко сказала, что, возможно, она уже приняла решение, и Масата сказал, что здесь нет никаких возражений, так как Момоко сказала, что, пожалуйста, стань невестой ее сына. На что Порта сказал, что она будет его невестой. Это заставило Масата выкрикнуть это как члена партии. Порта был членом партии. Масата увидел кандидатуру 15-летней девочки Вайс, о которой Порта сказал, что она мудрец, и это был потрясающий класс. Это позволяло использовать целительную и атакующую магию. Масата думал, что ее статистика выглядит хорошо, но ее личность казалась не такой уж выдающейся. Она казалась занозой в заднице и была из тех, кто, хвастливо смеясь, стреляет своей магией по зданиям, взрывает близлежащие здания и местные пейзажи. Именно это подсказывала ему его героическая интуиция, когда он смял ее, чтобы выбросить, но бумага перевернулась и снова полетела к нему на стол. Мисата снова и снова пытался смять ее, но безуспешно. Он сказал, что не хотел этого делать, но у него не было выбора, так как он наступил на нее, и из плаката вырвался свет, после чего произошел мощный взрыв. Девочка материализовалась перед ними, и Порта объяснил, что она превратилась в бумагу с помощью магии. Мудрый заметил, что Масата позволил ей довольно легко наступить на него, из-за чего Масата решил, что теперь их действия равны. В предпочтительном месте для Мудрого. Масата небрежно отмахнулся от чувств Мудрого, выразив безразличие к этому вопросу и попросив у нее прощения. Несмотря на свое безразличие, Мудрый настоял на том, чтобы поделиться чем-то важным. Масата предположил, что ее бумажная трансформация была попыткой удивить их и присоединиться к их вечеринке, и это предположение Мудрый подтвердил. Масата игриво предложил продолжить интервью, подразнивая Мудрую, чтобы она села поближе, вызвав у нее смущенный ответ. Сцена перешла к тому, как Шури сообщает Момоке и Порта о том, что они не могут найти Масата. Момоко, несмотря на заверение Порта в том, что Масата был героем, выразил беспокойство. Опасаясь, что Масата может завести новых друзей и отправиться в путешествие без нее, Момоко предложил решение Ата от Шурс. Вайс раскрыла свою роль в качестве тестового игрока и раскрыла уникальное название игры – многопользовательская ролевая игра Moms Massively Modern Making Up with Offspring. Несмотря на первоначальное недоверие Масата, Вайс настаивала на правде, угрожая наложением цепных заклинаний, если он усомнится в ней. Она подробно рассказала о цели игры, подчеркнув,
подчеркнув важность близости родителей и детей во время совместных приключений. Возвращение домой зависело от выполнения условия Крыло и сближения с их матерями. Сюри подчеркивала важность отношений матери и сына, полагая, что Мать-Земля, будучи сама матерью, поймет и исполнит их желания. Уай поделилась своим опытом приключений со своей мамой, пока они не поссорились, оставив ее одну в игре. Она выразила желание, чтобы мама Масата помогла ей пройти игру и вернуться домой. Когда Момоко вмешалась со своим заклинанием, земля под Масата и Вайс разверзлась, и они упали с неба. Момоко почувствовала себя победительницей, получив навык поддержки, который позволил ей найти своего сына и вмешаться в его действия. Сцена переместилась на Уайза в тюрьме, арестованного за попытку изнасилования Масата. Он утверждал, что она просто наступила ему на лицо, когда он был человеком, а она листом бумаги. Масата предложил Вайзу присоединиться к их компании и отправиться с ними в приключения. Вайс неохотно согласился присоединиться к их компании, когда они направились к подземелью. Момоко усомнился в их решении спуститься в подземелье, но Масата объяснил необходимость побеждать монстров для получения дохода, поскольку драгоценные камни, найденные в телах монстров, служат различным целям, таким как топливо или материалы для крафта. Портер упоминал биржу, где можно приобрести подобные товары. Когда Момоко поскользнулась и упала в яму, Масата и Вайс попытались удержать ее, но все трое упали в темноту. Из-за отсутствия света Масата попросил Вайс использовать магию, но она стала оправдываться и показала свою неспособность. Масата раскритиковал ее полезность и поинтересовался, есть ли у Портер какие-нибудь источники света, на что она извинилась за то, что бросила ее обратно. Пытаясь утешить их, Момоко поощряла жизнерадостность. Тело Момоки излучало особый навык – материнский свет. Они переходят в зал. Масата почувствовал потенциальную опасность, и перед ними появились слизняки. Мудрая уверенно приблизилась, но ее магия дала обратный эффект, ограничив ее способности. Слизняки слились в одну большую и атаковали Момоку. Когда Масата попытался защитить Момоку, ее одежда испарилась, что привело к неловкой ситуации. Мудрая попыталась напасть на слизняка, но столкнулась с последствиями своих действий. Привратник, оказавшийся более полезным, чем мудрец, дал зелье, чтобы вылечить плохое состояние. Масата обнажил свой меч, но Момоко настоял на том, чтобы справиться с ситуацией и разрубить слизь. Портер помог Миоке одеться, и Масата почувствовал себя в тени славы своей матери. Уайс заметил гроб и попытался оживить тело внутри, обнаружив, что это таинственная монахиня Шури. Шур признала их мастерство и предложила специальный квест, чтобы победить монстра, который поглотил ее. Она велела им подготовиться и отправиться в фермерскую деревню к западу от королевства. Когда они приближались к деревне, Масата предложил купить дополнительные предметы. Момоко, заинтересовавшись стоимостью товаров, начал приобретать множество предметов. Масата выразил дурное предчувствие по поводу их ситуации. Сцена переносится в ресторан, где ужинают участники группы. Масата смотрит в окно и не может поверить, что это его первое утро в мире РПГ. Его мама спрашивает, вкусная ли еда, на что он ее хвалит. Уайс восклицает, выражая изумление по поводу японской кухни, включающей сырое яйцо и мисо-суп с семечками. Она чувствует связь со своими корнями, поскольку с энтузиазмом наслаждается едой. Корта интересуется самочувствием Вайс, и Вайс рассказывает о своем плане наслаждаться едой, сгибая колени до тех пор, пока они не онемеют. Масата поражен тем, как вкусно готовит Вайс. Мамака спрашивает, понравились ли им мисо и яйца с рынка. И Масата подтверждает это, упоминая, что они планируют посетить деревню для прохождения специального квеста, а затем купить снаряжение. Сцена переходит в магазин снаряжения на рынке, где Мамако участвует в комичном показе мод, примеряя различные наряды, которые оставят Масата чувствовать себя неуютно. В конце концов он просит ее остановиться, и Мамако останавливается на целительском ряду, одежде, которую обычно носят целители и пользователи магии. Деревню для прохождения специального квеста, а затем купить снаряжение. Сцена переходит в магазин снаряжения на рынке, где Мамако участвует в комичном показе мод, примеряя различные наряды, которые оставят Масата чувствовать себя неуютно. В конце концов он просит ее остановиться, и Мамако останавливается на целительском ряду, одежде, которую обычно носят целители и пользователи магии. Несмотря на классовые ограничения, не позволяющие Мамако экипировать ряд, она в восторге от того, что он ей подходит. Сцена переносится на гору, где Масада размышляет о трудностях, связанных с тем, что его мама рядом, превращая их приключения в более приземленные повседневные занятия. Когда Масата встречает Миако и Портера на горе, он подвергает сомнению волнение Миако и обвиняет ее в незрелости и назойливости. Вмешивается Уайс, находя поведение Масата странным, вымещая свое разочарование. Масата получает искренние извинения от Мамако, которая признает свои недостатки и обещает больше так не поступать. Осознавая ребячество своей вспышки гнева, Масата решает не закатывать истерик, когда что-то идет не так, как ему хочется. Пытаясь загладить свою вину,
лесу, Мамако приглашает Масата лечь к ней на колени и выражает желание почистить ему уши. Несмотря на первоначальное нежелание, Масата ценит ее доброту, и Портер отмечает, что они помирились. Действие переносится в деревню Мамон, где они узнают о требовании императрицы Найта принести в жертву самого красивого парня. Масата представляет себе комичный образ бабушки с такими желаниями. Управляющий деревней надеется, что Масата справится с ситуацией и планирует оставить его у себя до прибытия императрицы. Масата соглашается, и управляющий благодарит их, приглашая принять мамину молочную ванну в деревенском горячем источнике. Посещение деревенского горячего источника освежает Масата. Он считает, что это делает его еще красивее. Однако его удивление возрастает, когда к ним присоединяются Мамако, Портер и Уайс. Мамако упоминает, что получила разрешение от мэра, и все соглашаются соблюдать этикет горячих источников и не носить полотенца. Пока они обсуждают предстоящую битву с императрицей ночи, Вайс делится ценной информацией о способностях противника, гарантируя, что вечеринка будет хорошо подготовлена. Однако Вайс внезапно упоминает о слухах о том, что она присоединилась к императрице рыцаря. Масата в ответ просит Вайза дать ему время сказать свои последние слова. В шутливом тоне он заявляет, что умрет от магического взрыва в наказание за то, что увидел обнаженную девушку. Он заверяет Мамако, что даже если он умрет несколько раз, он вернется к жизни. Мамако принимает это и обещает верить в него и присматривать за ним. Затем Масата обращается к Вайзу, предлагая ей продолжать жить дальше, не беспокоясь о нем. К его удивлению, Вайс отвечает, что ей не нужно беспокоиться о нем, и заключает пари, что такой извращенец, как он, хотел бы, чтобы его наказали. Однако она отказывается подвергать его какому-либо наказанию. Масата спрашивает, нет ли вообще какого-либо наказания, на что Уайс отвечает вопросом, не раздражает ли его это. Она заключает шутливое пари, что если его это беспокоит, то он должен пойти вырыть где-нибудь ямку и прокричать все те слова благодарности, которые он не мог произнести. Вайс заканчивает сцену смехом и плачем, убегая, оставляя Масата слегка озадаченным ее реакцией. Когда сцена в лесу меняется, Шури говорит что-то вроде, учитывая, как обычно развиваются события, Масата должен был пролететь мимо нее в любой момент, и что-то не так. Когда она видит странную женщину с парой голых мальчиков вокруг нее, она говорит ей, что ее действия далеки от реальности. От того, что задумали разработчики этой игры, и она не оставляет им другого выбора, кроме как лишить их доступа к сервису. Как сказала эта женщина, какой позор. Шури говорит им, что они уже нашли способ нейтрализовать ее. Когда она пытается что-то сделать, женщина спрашивает, пыталась ли она стереть ее из системы. Но это бесполезно, так как у нее есть особая сила, и она использует ее, чтобы сдуться. Шури быстро распознает эффект оглушения, вызванный женщиной, которая признает, что имеет лишь базовое представление, но считает это полезным. Женщина накладывает мощное заклинание на Шури, которая, ничуть не испугавшись, сообщает ей, что ее дочь и остальная часть ее группы находятся поблизости, призывая ее подумать примирение. Решительно отказываясь, женщина выражает желание жить свободной жизнью без воспринимаемого бремени семьи. Она считает свою дочь глупой, сравнивая ее с послушными детьми, которыми командует Шур, что заставляет Шур усомниться в родительском подходе этой женщины. Когда женщина прощается, она передает ей дух Шур прямо в сердце. Шур не теряет надежды, что когда она откроет глаза, то окажется в компании заботливой матери и ребенка. Сцена меняется, и Масата, узнав о появлении Вайс, задается вопросом, не пришла ли она сюда для наказания. Несмотря на беспокойство Масата по поводу предстоящей драки с боссом, Вайс настаивает на том, чтобы прогуляться в одиночестве, что ставит его в тупик. Открыв дверь, Масата натыкается на Вайза, а Миаку удивляет его тем, что у него такая же пижама. Мамоко подчеркивает важность правильного знакомства, если они встречаются, но почему Масата не отрицает романтических отношений. В комнате Масата призывает Вайза рассказать о том, что происходит. Мамоко спрашивает, не связано ли это с матерью Вайза, и Вайс подробно рассказывает о своих непростых отношениях, показывая, что императрица ночи ее мама. Вайс объясняет безрассудный образ жизни своей матери после развода родителей и ее разочарование из-за чувства пренебрежения. Несмотря на доводы Портера о том, что ее мать заботится о ней, Вайс настаивает на том, что их отношения закончились. Вмешивается Мамаку, подчеркивая неразрывную связь между родителем и ребенком и поощряя Вайза к воссоединению. Вайс, хотя и не знакома с этим ощущением, признает разницу и осознает важность своей матери. Мамаку предлагает помочь их маме вспомнить о той связи, которая их связывает. Тем временем мать Вайс рассматривает возможность получения своего шестого ребенка, вспоминая предупреждение Шури о близости ее дочери, считая ее источником разочарования. Когда Вайс вспоминает, как ее мать познакомила их с игрой, она подчеркнула идею о том, что они не смогут выйти из игры, пока не сблизятся и не будут иметь веселое совместное приключение. Пока они сражались с монстрами, Вайс старалась изо всех сил, но ее мать, казалось, получала удовольствие без усилий, повторяя заклинания. После того, как Вайс была отброшена в сторону, она улетела прочь. В гильдии искателей приключений она сообщила своей матери, что с нее хватит, и убежала. Вайс просыпается в комнате и спрашивает, спала ли она. Хотер объясняет, что у нее был стресс, а Мамако интересуется самочувствием Вайс. Масата рассказывает Вайс о слюнях у нее во рту, что ставит ее в неловкое положение. Вайс предлагает использовать его в качестве примера того, что она чувствует, и она накладывает заклинание на Масата, пугая его. Сцена в лесу меняется. Участники группы
группы находят гроб, который появился из ниоткуда. Уайс настаивает на том, чтобы посмотреть, что находится внутри, и бросает оживляющий разлив. Шури просыпается и выражает облегчение от того, что снова может видеть их улыбающиеся лица. Однако она сообщает им, что предпочла бы возродиться после того, как разобралась с веткой, предавшей его. Когда она снова умирает, сцена меняется, и Вайс рассказывает им о том, что ее мать была императрицей. Она заявляет, что у них будет семейное собрание, на котором Вайс расскажет больше о своей маме, Казуно, императрице ночи, рассказывая, что она была игроком-испытателем со странными увлечениями. Вайс называет свою маму позором, говоря, что она мудрец с книгой заклинаний для любой магии в игре. Масата понимает, что Вайс переживает трудные времена. Вайс объясняет свои особые игровые способности, такие как сохранение СП и умение непобедимой защиты. Масата спрашивает, не является ли это мошенничеством, и Вайс намекает на использование стороннего инструмента. Шури Сакис мудро оценивает возможные находки, удивляя ее. Шоу предлагает решить проблему в игре, так что они соглашаются присоединиться к семейному квесту Вайза. Несмотря на сомнения, они планируют сразиться с мамой Вайза с максимальной силой. Во время планирования Шури предлагает использовать свою силу, чтобы найти императрицу. Когда Шури активирует особые полномочия, открывается портал и появляется Кадзуно. Масата просит Вайс сохранять спокойствие, но она не уверена, стоит ли воспринимать Кадзуно как свою маму. Кадзуно отвергает Вайс, произнося заклинание. Взрыв сотрясает лес, когда Вайс противостоит лаве заклинанием снежной бури. Масата понимает, что Казуно контролирует игру, сражаясь с существами. Мамако атакует, чтобы остановить лес, но оказывается в ловушке в порту. Атаки Масата отражаются, а Кадзуно показывает исправление ошибки, которая делает их неуязвимыми. Кадзуно хвастается комнатой, дающей власть над обоими мирами. Это мудрые вопросы, а Кадзуно говорит, что это инструмент для обмана. Она вызывает монстров, заявляя о своей власти над обоими мирами с помощью желаний. Вайс протестует, и Кадзуно атакует, нокаутируя ее. Когда Масата задает вопросы Кадзуно, она обвиняет его в неуважении к родителям. Камада приносит извинения и просит не бросать ее ребенка. Когда Кадзуно произносит заклинание, вызывающее гром, Масата блокирует атаку, называя ее молотом ярости, выражая, что все матери могут злиться и чувствовать себя обремененными своими детьми. Дети, рассматривайте их как единое целое. Она думает, что это конец для него, и начинает новую атаку, но ее пространство нарушено, потоки текут как мамокапиры. Мамока говорит о радости быть матерью, подчеркивая незабываемые моменты рождения ребенка, первую улыбку и первый раз, когда тебя называют мамой. Она выражает свою неспособность понять, как можно забыть такие моменты, заявляя, что заставит Кадзуно помнить об этом ради мудрости. Кадзуно отклоняет предложение, утверждая, что только она одна способна контролировать все. Затем Мамока заявляет о своем намерении уничтожить гордость Кадзуно своей собственной силой. Масата приносит извинения за свой прежний эгоизм и выражает благодарность за то, что Мамака стала его матерью. Мамака плачет, а Кадзуно насмехается над их чувствами, когда Мамока начинает атаку, заблокированную Кадзуно. Мамака, Портер и Уайс присоединяются к ним, пытаясь прорвать оборону Кадзуны. Масата понимает, что это похоже на какую-то защитную магию, и предлагает уничтожить ее. Портер бросает мяч в сторону Казуно, запечатывая ее магию. Мамока утверждает, что как мать, Казуно должна понимать чувства, связанные с заботой о ребенке. Она подчеркивает, что связь между матерью и ребенком уникальна, и что она не оставит мудрого. Кадзуно отвергает это как фантазию, настаивая на том, что дети эгоистичны. Она начинает атаку, но Мамако легко отбивает ее, и Вайс использует эту возможность, чтобы начать свою собственную атаку, пытаясь рассеять силу своей матери. После напряженной битвы Мамако советует Кадзуно успокоиться и напоминает ей о ее роли матери. Кадзуно отказывается сдаваться и взлетает ввысь. Масата набрасывается на нее, пытаясь подрезать ей крылья, и она призывает ее вспомнить о своей роли матери. Когда Кадзуно падает, мудрая спасает ее. Она говорит, что несмотря ни на что, она никогда не могла ненавидеть свою мать, и извиняется, выражая желание загладить свою вину. Кадзуно плачет, признавая их победу, и признает, что это всего лишь игра. Спустя некоторое время, как и все персонажи в игре, Казуно вступает в шутливый спор, подчеркивая юмористическую динамику внутри группы. Масата отмечает переход от трогательной сцены к полномасштабной драке, подчеркивая неожиданный поворот событий. Сюри намекает на то, что у Мамако будет много вопросов после битвы. Когда сцена меняется, Масата спрашивает, почему Вайс все еще в игре, предполагая, что они уже все выяснили. Вайс объясняет, что она все еще нужна их группе, подчеркивая ее невероятные способности мудреца. Масата задается вопросом, почему она осталась, а Мамако загадочно упоминает девушку, которая всегда в их сердцах, сообщая им о дополнительных заданиях. Внезапно появляется экран, на котором Шури сообщает подробности об их следующем пункте назначения, подготавливая почву для их следующего приключения. Группа переходит к следующему заданию. Мамока выражает благодарность Масата за его доброту, за то, что он сделал ее счастливой. Масата успокаивает ее, упоминая, что, наверное, странно, когда мать внезапно плачет. Мамака излучает тепло, когда заявляет, что пришло время для нового приключения, призывая Масата последовать за ней. Масата размышляет, сблизит ли их путешествие с мамой, он не уверен, но готов последовать за группой в их следующем путешествии. Сцена разворачивалась, когда члены группы вступали в схватку
схватку с монстрами. Мамака без особых усилий расправилась с тварями ударом своего двойного меча, повергнув остальных в благоговейный трепет. Вайс начала задумываться о своем собственном существовании, и Масата по совпадению выразил схожие чувства. Они заметили плакаты с объявлением о поиске искателей приключений для прохождения вступительных испытаний в Академию. Масата задумался о том, что он никогда не станет сильнее своей мамы, если будет продолжать сражаться в обычных битвах. Заметив задание, связанное с Академией, он решил пройти его, чтобы стать сильнее. Мамака посоветовала ему следовать своим чувствам и делать то, что ему нравится. Масата решил поступить в Академию, и действие переместилось в город Матерния, город знаний, где располагалась Академия на улице Влюбленных. Школа была особенным местом для детей с мечтой, которые выполняли задания как часть школьной жизни. Они узнали о таких полезных предметах, как очки СП за то, что они студенты, аксессуар, блокирующий магическую печать, мягкая игрушка, повышающая успех в крафте, и аксессуар, повышающий выносливость. Уайс подчеркнул важность профилактического аксессуара, и Портеру понравилась мягкая игрушка. Масата хотел, чтобы у него была выносливость и сила. Понимая, что у каждого из них свои предпочтения, Портер задумался о том, чтобы оставить Мамако. Но Вайс и Масата сказали, что ее поддержки было достаточно, и взять ее с собой было невозможно. Масата помог девушке по имени Мидхай и нашел ее красивой. Мама Мидхай, Медхима, присоединилась к ним, гордясь достижениями своей дочери и подчеркивая необходимость следовать материнским указаниям даже в игре. Масата был расстроен из-за того, что не смог поговорить с Мидхай. В классе мистер Граф, учитель, ввел специальное краткосрочное занятие на неделю. Масата подумал, что Мамака могла бы присоединиться к нему, но, к его удивлению, это была Мидхай. Мудрый пошутил о том, что Масата привлекают девушки, похожие на своих матерей. Масата был смущен, но идея ему понравилась. Медхима перебила его, утверждая свое превосходство. А Мидхай извинился за то, что не оправдал ожиданий. Масата успокоил ее, и Мидхай был счастлив учиться с ней в одном классе. На уроке Мидхай произвела впечатление своими ответами, и Масата попытался это сделать, но Медхима прервала его, так что все внимание было приковано к Мидхай. По ходу урока Масата заметил, что все начали засыпать. Он обратился к Медхиме с вопросом о ее действиях, но она отрицала какие-либо нарушения. Несмотря на частичную сопротивляемость заклинаниям сна, Масата поддался дремоте. Махима оправдывала свои действия, утверждая, что она делала это ради своей дочери и что родители должны уделять приоритетное внимание успеху своего ребенка. Сцена переместилась на учеников в классе. Мудрый раскритиковал действия Махимы, но Масата заметил, что удаление предмета не поможет. Когда было объявлено о сообщении, Масата ждал во дворе новый квест с участием героя и новой героини. Когда он поспешно побежал во двор, Масата ожидал встречи с новой героиней, но был удивлен, узнав, что это его мать переоделась в матросскую форму. Он был смущен и расстроен, когда появилась Сюри, ныне исполняющая обязанности директора школы. Сюри объяснила, что школа была построена в спешке, чтобы учесть жалобы родителей на отсутствие возможностей для обучения детей в игре. Она рассказала, что список предметов, которые они получили ранее, был предназначен для снижения их характеристик. И она привела Мамака, чтобы решить проблемы между родителями и детьми. Сюри оставила решение за ними, подчеркнув, что она не будет вмешиваться. Она упомянула, что в школе есть ошибки, требующие расследования, и продемонстрировала одну из них, забравшись на дерево и упав в гроб, обнаружив ошибку внезапной смерти. Сцена закончилась тем, что Масата понял, что им нужно решить еще одну проблему. Сцена переместилась в класс, когда мистер Граф представил собравшихся, чтобы начать урок. Масата не мог поверить, что его мать Мамока присутствует на уроке. Он попросил мистера Графа что-нибудь предпринять, указав на то, что она явно не была студенткой, хотя и выглядела как студентка. Учитель признал, что Мамока действительно была достойной ученицей. Когда Мамока вышла вперед и представилась, что она мать Масата, она захотела посмотреть, как дела у ее сына Масата в школе, поэтому она пробралась в класс. Она извинилась, и мистер Граф, поняв, что она мать героя Масата, разрешил ей принять участие в качестве наблюдателя. Масата боялся, что его мама присоединится к классу в качестве студентки. Когда она села рядом с Михимой, Михима заранее извинилась, опасаясь, что заставила мать Масата почувствовать, что ее сын хуже ее. Мать Масата заверила Михиму, чтобы он не волновался, и выразила уверенность, что Масата быстро найдет друзей. У Метимы возникло замешательство, когда он подумал, что они говорят не о друзьях, а о себе. Когда урок начался, Масата смутился, выглядел извиняющимся и просил, чтобы его убили. Вопрос был задан, и когда Масата увидел, как его встречает заклинание, он заметил, что ученики проснулись. Когда он заметил, что ее магия не работает, он был удивлен, увидев, что налокотники ее мамы светятся. Когда Портер сказал ему, что у нее может быть устойчивость к плохому статусу, мистер Граф признал магические способности матери Масата и объяснил это тем, что она делится ужином с соседями. Он похвалил ее за то, что она защищала учеников, а мать Масата, казалось, не подозревала о ее новом умении. Когда Масата что-то услышал, ему показалось, что кто-то сказал что-то рядом с ним, но он не обратил на это внимания. Когда Мамока сказала, что он ответит, что она думает, что знает ответ, Масата разозлился, сказав, что это не значит, что она может ответить на вопрос. В классе мистер Граф сказал, что это нормально, так как она носит форму.
поэтому она разрешит это и попроси ее дать ответ. Мамока дала правильный ответ, и она получила бонусные баллы, так как учитель задал Мамоке вопросы, и она отлично ответила на все один из них. Сцена меняется по мере того, как выдается результат. Первое место досталось Мамоке, а вторые Медхаю, так как Метима сердится на это и говорит Медхаю, что они собираются поговорить позже. Поскольку Мисата, Вайс и Портер находятся на самом дне, Мисата не может поверить, что им приходится беспокоиться о том, что ее мама все еще находится в центре внимания. Когда входит Мамока, она говорит, что завтра тоже хочет повеселиться в школе. Сцена началась с того, что Масата направился в школу, думая, что он ни за что не пойдет в школу со своей мамой. Он хотел провести утро особым образом, когда его поприветствовал Маджуи, который бежал вместе с ним. Битай предложил пересмотреть вчерашний урок, и Масата согласился, предложив позаниматься вместе. Битай с радостью согласился, и они оба решили сделать все, что в их силах. Когда они планировали учебную сессию, Мамока прервал их, начав атаку, чтобы остановить Масата. Однако вмешалась Медхима в костюме, заявив, что она не позволит маме Масата быть в центре внимания, как она это сделала вчера. Победа будет за ними. Масата заметил, что эти матери разрушают историю его замечательной школьной жизни. Когда он услышал голос, он подумал, не показалось ли ему это. Следующая сцена происходила в классе на уроке кулинарии. Вайс спросила Масата, почему на занятиях по боевым искусствам не начисляются очки СП, но Масата заверил ее, что Порта был на их стороне и преуспел в создании предметов. Порта наложил заклинание на яйца, создав легко очищаемые яйца вкрутую, заслужив похвалу Масата. Вайс попытался наложить заклинание на яйца, но потерпел неудачу, в результате чего получилось нечто неаппетитное. Масата, демонстрируя свои навыки крафта, приготовил восхитительное блюдо, подчеркивая необходимость крафта и подобных задач. Учитель похвалил Мити за ее заклинание создания, присвоив ей 10 баллов за боевые навыки. Масата оценил Мити как свою героиню, но мудрый указал на то, что ее мать использовала магию иллюзии, чтобы еда выглядела лучше. Когда Масата попробовал блюдо и преувеличил его вкус, Медхима пообещала сделать Мидхай номером 1. Масата, подойдя к кухне своей матери Миоки, с трудом справился с горячим супом, но смог его выпить, так как Миока проявила свою материнскую заботу. Мистер Граф отметил, что Масата добился большего успеха в создании предметов благодаря усиленному дыханию матери. Все трое успешно создали вкусную еду, заработав по 20 баллов каждый, в то время как Мамока обнимала их. Сцена переместилась в сад, где у них было изобилие еды. Шурья прервали срочными новостями о завершении измерений, подчеркнув важность энергии для дневных занятий. Настройки переключились на плавательный бассейн, и Масата предвкушал необычный купальник своей мамы. Порта поощрял Масата стараться изо всех сил, в то время как Уайс ставил под сомнение его поведение. Масата, расстроенный, представлял различные сценарии своей мамы в купальнике. Когда Мамока появилась в старомодном купальнике, ученики собрались вокруг нее, мудро расхваливая ее внешность. Масата, отчаянно пытавшийся спастись, притворился, что утонул, и в шутку заявил, что больше никто не видел Хиро Масата. Махима не мог поверить, что проиграл, а Масата, услышав голос, увидел Медхая. Он притворился, что услышал, как кто-то неуважительно отзывается о Михиме, что сбило Вайза с толку. Махима продолжал предупреждать Медхая, чтобы он был первым номером, в то время как Мамока приветствовал начало занятий по плаванию. Мистер Граф объявил, что боевые классы побеждают монстров, ремесленники создают предметы, используя свои барабаны, а ключом к хорошим оценкам является совместная работа ремесленников и боевых классов. Когда ученики ушли, Масата почувствовал, что там не было сражающихся монстров, так как мистер Граф сказал ему, что класс находится в закрытом помещении, поэтому там не было летающих монстров, что сильно разочаровало Масата. Масата нырнул в бассейн и наткнулся на осьминога. Он попытался его разрезать и получил по ноге осьминога. Порта сказала ему, чтобы он оставил это ей, и произнес заклинание, чтобы приготовить такаики. Через некоторое время Масата увидел, как Мидхай побеждает множество монстров, и они увидели большую рыбу. Хима все время говорил Мидхай, что она должна быть номером 1. Мисата было нелегко, и Мамака сказала ему, чтобы он не слишком напрягался. Она подчеркнула, что самое главное, чтобы он не пострадал, и заверила его, что он всегда старается изо всех сил. Масата поразмыслил над этим и решил, что если она собирается вести себя именно так, то он должен победить. Махима сказала мне не проигрывать Масаде, и она должна была победить, потому что без этого она ничего не стоила. Митай остановилась и сказала, что хочет, чтобы Мехма умерла, когда появится большой монстр. Появился Канмон, который преследует Мамака. Когда Мамока получила свой меч, она наказала его мечом, подняв его в небо. Ученики были впечатлены, а Масата заявил, что небо — это его царство, когда он разрубил монстра надвое. Сцена изменилась, когда мистер Граф объявил, что сегодня первое место досталось Масата. Хотя он победил не так много монстров, как Мидхай, он получил дополнительные очки за победу над редким монстром, что принесло ему 30 очков. Хорда поздравила его, и Масата подхватила это, заявив, что она лучший мастер. Вайс упомянула, что она съела целых 3 тарелки такаики, подсчитав, что из 8 осьминогов на каждой тарелке она в общей сложности съела 24 осьминога. Она плакала, объявляя себя номером 1. Мамока попыталась поздравить Масата необычным образом, сказав, что он был лучшим и набрал много очков. В
то время как Махима, разозлившись, отругала Митаи за то, что она не была номером один, и сказала, что ей должно быть стыдно. Митаи сказала, что она старалась изо всех сил, но Масата был действительно сильным. Махима сказала ей заткнуться и поразмыслить над этим, а Мидаи извинился. Махима почувствовала себя плохо и объявила, что после школы у них будет дополнительная тренировка. Увидев все это, Масата попытался подойти к Мидхай, но она убежала. Когда Момока последовала за ним, прося остановиться и выражая беспокойство по поводу ее странного поведения, Масата признался, что тоже заметил это. Когда они услышали голос, выражающий разочарование, они увидели, как Мидхай обрушивает стену, проклиная свою мать и выражая желание убить ее. Масата и Момока отошли в сторону, и Масата заметил, что он предвидел это, но хотел, чтобы фантазия продолжалась еще немного. Он беспокоился о страшных глазах Митаи. Сцена разворачивалась в отеле, где Масата предложил провести стратегическое совещание, на котором все были обнажены, чтобы обсудить Митаи и ее маму. Уайс удивился, почему он так одержим ими, и предложил игнорировать их. Масата признал, что их не просили вмешиваться, но он лично чувствовал необходимость помочь им обоим. Он обратился к ним за помощью, и Момака согласилась, выразив свою симпатию к этой идее. Мудрый, убежденный в том, что он герой, настоял на том, чтобы они последовали за ним. Затем Масата попросил Порту о помощи, на что она, как ни странно, согласилась. Когда Момака поспешила к Порту, который уже довольно долго находился в ванне, они ушли, оставив Масата в недоумении по поводу того, что на этот раз его явно не наказали. Школа внезапно объявила о проведении школьного фестиваля сюрприза, застав Масата врасплох отсутствием какого-либо предварительного предупреждения. Мистер Граф объяснил, что это был импровизированный тест для оценки их способности справляться с неожиданными событиями, сравнив его с популярной викториной. Ученикам была предоставлена свобода организовывать различные мероприятия в рамках фестиваля, и родители могли принять в них участие. Решив сформировать команды, они решили открыть небольшое кафе для проведения мероприятия, и Момока выразила уверенность в своих кулинарных способностях. Бихима предложил провести дружеское соревнование, чтобы определить, какое кафе сможет привлечь больше посетителей. На фестивале Масата стал свидетелем того, как студент сделал Момако предложение, но она ему отказала. Тем временем Митаи рассказала, что ее мать получала много любовных писем, и Масата заявила о победе над одним из своих соперников. Праздник переместился в кафе, где готовила Момака, а Масата, Вайс и Порта боролись с заказами. Момака подбадривала Мисата, и другие присоединились, чтобы помочь. В кафе Медхи не было посетителей, и Медхима предложила Мидхай переодеться в купальник, чтобы привлечь их внимание. Когда Масада зашел в кафе, мать Медхи наложила на него заклинание мгновенной смерти, в результате чего его душа выровнялась. Махима рассказала о своем могущественном посохе и приказала Медхи соблазнить Масата, чтобы обеспечить победу. Вернувшись в кафе Миако, Вайс пожаловалась на скуку, поскольку посетители сами справлялись со всеми делами. Битай вошла в кафе Масата, пытаясь соблазнить его. Во время прогулки она выразила желание посетить школьный фестиваль со своим парнем, но быстро исправилась. Масата это показалось странным, и он обратился к ней по поводу приказа ее матери. Митаи, не скрывая своего разочарования, призналась, что ее использовали, и пожелала, чтобы Масата ушел. Появилась Медхима, подтвердившая, что Мидхай сблизилась с Масата. Масата столкнулся с Медхимой, подвергая сомнению ее действия. Медхима настояла на продолжении соревнования. Масата предположил, что все уже закончилось, но Медхима не согласился. «Я предлагаю устроить очный конкурс красоты между самыми привлекательными официантками». Сцена конкурса красоты переместилась на улицу, где были представлены различные конкурсантки, а счетчик измерял, насколько сильно они болели за своих соперниц, и определял победительницу. Когда Мидхай, споткнувшись, подошла к микрофону, извинилась, и зрители зааплодировали, набрав ей 90 баллов. Следующая участница, Уайс, попыталась намеренно провалиться, но набрала только 2 балла. Соревнование продолжалось, и Медхима поверила, что она победила. Был объявлен последний звонок для участников, и вошла Момако, а Уайс сказал, что в кафе не хватает конфорок. Она попросила Вайза научить ее магии огня, и Вайс согласился. Момока объявила о подаче горячего супа, и ученики пришли в восторг, скандируя ее имя. Счетчик показал 999 баллов, объявляя их победителями. Когда Масата остановил Мидхай, они убежали вместе. На заднем дворе Мидхай спросил, что случилось. Масата почувствовал, что что-то не так, и предложил им выйти на улицу. Вайс сказала, что ее мама снова собирается нянчить своего ребенка. Когда Вайс спросила Михай, как долго она собирается быть рабыней своей матери, Михай выразила желание насладиться школьным фестивалем, поработать со своими друзьями, открыть небольшое кафе, смеяться и веселиться. Она призналась, что у нее не было друзей. Масата успокоил ее, сказав, что у нее действительно были друзья, и они были здесь. Когда мы встретились, я заплакал. И Масата призвал ее рассказать о том, чем она действительно хотела бы заниматься, наслаждаясь школьным фестивалем вместе с друзьями. Масата и Вайс рассказали, что у них тоже были проблемы с матерями, и поделились похожим опытом. Они заверили Митаи, что могут стать друзьями, поскольку все они сопротивляются ужасным вещам. Митаи была тронута и расчувствовалась, выразив свое желание веселиться с друзьями и наслаждаться
наслаждаться жизнью вместо того, чтобы просто делать то, что говорит ей мать. Однако Медхима прервала этот момент, спросив, что делает Мидхай. Мидхай объяснила, что Масата и его друзья были добры к ней, и она хотела подружиться с ними, потому что они были ее первыми друзьями. Эхима отрицал важность друзей, подчеркивая, что быть номером один – вот что действительно важно. Она пыталась завязать с метамфетамином, но Мамака вмешалась, чтобы защитить ее. Махима спросила, почему Мамака всегда появляется в самый неподходящий момент, и Мамака извинилась, выразив свою радость по поводу того, что ее ребенок стал номером один. Она понимала чувства Махимы, но сомневалась, правильно ли это заставлять своего ребенка заходить слишком далеко только ради того, чтобы быть номером один. Махима настаивала на том, чтобы быть номером один, поскольку это определяло ее личность как лучшей мамы. Масата понимает, что Махима делает все это для себя, и когда Митаи кричит, что она так долго терпела все это, она верит, что Махима делает это для нее. Но все это было просто, чтобы она заявила, что она самая лучшая мама. Митаи высвобождает свою темную ману, создавая мощное заклинание, которое превращает ее в огромного дракона. Когда Махима, превратившись в дракона, поклялась заставить всех заплатить, Мамака попыталась убедить ее в важности отношений матери и ребенка. Однако Михима продолжила свою бессвязную речь и атаковала заклинанием ветра, создав торнадо. Общение с матерью и дочерью оказалось трудным для Масата Мудрого, и Михима обвинил Масата и его друзей в том, что они все испортили, и напал на него. Но Мамака вмешалась, чтобы защитить его. Мамака заверила Махиму, что она разберется с Медхимой, что побудило Масата и других предложить успокоить Медхая. Тем не менее, Медхима решила уладить этот вопрос, создав големов, чтобы напасть на них. Удивительно, но Мамаку удалось заставить големов повиноваться ей, отключив массовый контроль Медхама. В разговоре с Медхаем Мамаку размышляла о прошлых опасениях по поводу того, чтобы заставить своего сына быть таким, каким она хотела. Медхима заверила ее, что беспокоится ни о чем, и что родители воспитывают своих детей так, как они хотят. Затем группа столкнулась с проблемами, возникшими из-за Махимы и Медхи. Вайс попыталась произнести заклинание, но у нее ничего не вышло, и Медха ответила своим собственным. Масата защищался от атак Медхи, понимая, что у нее сильные темные способности. Он попросил Вайс помочь ему восстановить ее МП, и она передала ему кучу зелий. Вайс пошутил, что у него болит живот от всех этих зелий. Масата заботился о Меде, задаваясь вопросом, откуда он знает о ее боли, разбираясь с ее мамой, следящей за ней в игре и вмешивающейся в дела униформы, убеждала Мимока. Родители должны растить детей для всего мира, а не только для себя. Она говорила о силе матери, когда она делится чем-то дорогим, и о мастерстве, о материнском слове. Масата считал Миоку сильной и убеждал Мидхай не устраивать истерик. Когда волшебная палочка Махимы сломалась, когда она заявила, что хочет стать номером один под влиянием темных сил, Миока решила, что будет уделять приоритетное внимание своему ребенку. Махима вспоминала прекрасные моменты, но испытывала трудности. Под влиянием тьмы Мидхай напал на Мамака и Медхиму. Масата чувствовал, что Медхима искренне заботится о нем. Он встал на защиту Медхимы, подчеркивая семейные узы героя. Мудрый поднял Мидхай в небо, готовясь встретиться с ней лицом к лицу. Неожиданно началось волшебство, и Мидхай была поглощена землей, ища помощи у своей матери. Масата убедил Мидхай поделиться всем со своей матерью, убив дракона и вернув Мидхай к нормальной жизни. Мидхай, все еще расстроенная, перенесла сцену на следующий день. Вехема с самого рождения Мидхай размышляла о том, как быть хорошей матерью, стараясь, чтобы она была лучшей. Масата усомнился, действительно ли это был просто небольшой стресс. Вехема призналась, что это было больше, чем нужно, и рассказала, как она открыла для себя игру, чтобы наладить их отношения. Масата попросила раскрыть ее скрытые чувства, понимая, что она находится под влиянием и искренне желает быть хорошей мамой для Махи. Махима призналась, что хочет, чтобы Митаи стал хорошим человеком. Митай обнял ее, признавая, что она была жесткой ради ее же блага, но подчеркивая заботу о чувствах друг друга для большего счастья. А может ли она сделать это так, как обещает Метима, говоря, что она изменит то, кто она есть, и просит ее стать ее дочерью, на что она соглашается. И сцена в классе, где проходила вечеринка, изменилась, и Портер похвалил еду, приготовленную Мамака. Когда они увидели, что Мидхай и Медхима хорошо проводят время, Масата подошел к ним и спросил Мидхай, не хочет ли она присоединиться к их вечеринке. Поскольку они сказали, что хотели бы мне нравиться, когда они рядом, потому что без преданного целителя это была немного сумасшедшая вечеринка. Но они охотились за ней не только из-за ее исцеляющей магии, и мне показалось, что было бы забавно отправиться с ними в приключения. Миджима сказала, что она ценит это, но боится, что на самом деле у нее ничего не получится. Она планировала выйти из игры после этого, ей нужно было вернуться в реальный мир и удалить свое темное наследие и блог, который она вела о том, как воспитывать детей. Она не хотела, чтобы кто-то делал то, что она сказала, и заканчивал так же, как они. Поэтому она хотела, чтобы он отказался от предложения, но она не могла этого сказать, так как попросила Мидхай делать все, что ей заблагорассудится. Поскольку Мидхай не знала, что ей делать, она сказала, что хотела бы пойти с Масата и остальными, и поблагодарила Масата за это. Как сказал Масата, она, возможно, и не сможет стать ее героиней, но она могла бы стать постоянным участником вечеринки. Когда я встретил ее, я сказал, что то, как он сказал это с такой улыбкой, было нечестно, и она действительно усердно работала бы, чтобы стать ее героиней. Пыталась соблазнить его и просила не делать этого. Быть таким и просто упасть на него, когда они поссорились с Вайс. Когда пришла Шури и сказала, что она сообщила, что они могут решить все на ее руке, так что пришло время бонусных предметов, так как им дали бонус. И Масата сказал, что они пришли в школу, чтобы получить их, но он
совершенно забыл, что его мудрый совет гласит, что за 1 СП можно получить 1 спин. Но в этом особом событии за это дается 11 вращений. Мамака сказала, что это была отличная сделка, когда Шури показала им колесо, а Масата попросил, чтобы она не просто обменивала очки на предметы, а не на них самих. Шури сказала, что это была просто гача. И вот какова вероятность того, что они решили покрутить колесо. Масата, чей класс героя давал ему много HP, получил расходные предметы, которые немного увеличивали HP, а Вайс, у которого был огромный запас МП, как у мудреца, получил расходные материалы, которые немного повысили МП, а Порта получила мягкую игрушку, и она была счастлива за это. И у этих двоих тоже была целая куча вещей, а Масата и Вайс плакали, что им не следовало даже пытаться. Вайс пытался выбрать ее вместе с Мидхай, говоря, что в следующий раз она победит. Мидхай сказала, что хочет пройти дальше, а Шури сказала, что бонусное время закончилось. Но перед этим, в награду за то, что они так упорно боролись за сохранение связи между матерью и ребенком, она подарит им еще одну ничью, и они пойдут на это. Масата с молитвой пытался раскрутить ее. И в руки Мимако попал красивый фартук, за который Сюри сказала, что это гача для детей, но каким-то образом она раздобыла оборудование для мамы. Масата сказал, что никто его не покупал. Это был шанс. Когда Мамака надела фартук и вся сияла, Масата сказал, что это было здорово, и он согласился, когда Мамока стала счастливой. Когда Мамако ответила на опрос так, как она себе представляла, Масата не поверил, что он никогда не говорил ей таких вещей. Мудрый заметил, что Масата рассказывал Мамока о своих чувствах, даже когда его не было рядом. В ответ Масата пригрозил арестовать ее за распространение слухов и решил научить Мамоку печатать незаглавными буквами. Когда появились монстры, Масата предложил объединиться, чтобы победить их, но Мамаку удивила всех, без особых усилий уничтожив монстров с помощью своих уникальных атак. Митай спросил, всегда ли Мамака так справлялась с рейдами, и Масата объяснил, что его мать всегда стремилась убивать одним ударом. Тем временем Мидхай извинилась и выразила разочарование из-за того, что ее план стать любимым всеми целителем вечеринки провалился. Масата сопереживал чувствам Мидхай и предложил им найти способ стать сильнее. Позже Масата обнаружил плакат, рекламирующий новое подземелье, которое исполняет любое желание после завершения. Группа решила проверить это, посчитав возможным мошенничеством. Прибыв в город, они столкнулись с обезумевшими матерями, которые искали помощи, чтобы найти своих детей, которые рискнули спуститься в подземелье. Масата предложил попросить Мамака о помощи, указав на гроб. Вайс собирался привести ее в чувство, но Мидхай помешал ему. Шур, гроссмейстер, объяснил ситуацию и попросил их о помощи. Они решили исследовать подземелье, и Шур сказал, что им нужно исследовать только нижние этажи. Масата был полон решимости очистить подземелье и доказать, что он лучше своей мамы. Вайс дразнила его, говоря, что у нее есть способность немного предвидеть будущее, предсказывая, что Мамока легко победит всех монстров, а когда Масата достигнет сферы желаний, Мамока пожелает свежих яиц. Во время выполнения задания. Несмотря на разочарование Масата, они отправились в это приключение. Когда они вошли в подземелье, Шурия сообщил им, что оно называется «Башня одиночного убийства». Шурия посоветовал им работать в команде с другими игроками и неигровыми персонажами. Они столкнулись с пауками, и Мамака, найдя их милыми, игриво прикоснулась к ним. Масата вспомнил, как он качался на качелях в детстве. Сцена изменилась, когда Масата наступил на ловушку, восстанавливая здоровье, а Порта получил ключ к выходу. Мудрый активировал магическую ловушку на потолке, увеличив ее продолжительность. Вошла Митай и прошептала, что Уайс больше не участвует в игре, и она будет единственным участником вечеринки. Теперь она решила, что будет в центре внимания только она одна. Вайс разозлилась, и Шури сказала ей, что в подземелье есть ловушки, которые также рассеивают эффекты плохого статуса, но их действие распространяется только внутри подземелья. Старшеклассница разозлилась, и Вайс попросила ее не издавать таких звуков. Мамока сказала, что они уже стали друзьями. Когда Масата попросил свою маму подождать и ничего не предпринимать, Шура успокоила Масата, сказав, что это очень поможет ей в ее попытках очистить подземелье. И это было то, что лично Масата понравилось бы. Масата сказал, что у него возникло ужасное чувство, когда Мамока ступила на платформу, и мощный порыв ветра перенес их на следующий уровень. Добравшись до верхнего этажа, Масата не мог поверить, что это награда. Это было больше похоже на ночной кошмар. Сюри утешала его, утверждая, что когда-нибудь он по достоинству оценит чудеса Пантахоса. Рассерженная Масата настаивал, что это совсем не то, о чем думал Сюри. Внезапно их удивил голос, выражающий недоверие к тому, что люди все еще пытаются взобраться на башню. Девочка из группы унизила их, назвав дураками за то, что они не понимают, как работает подземелье. Несмотря на то, что она споткнулась на лестнице, она утверждала, что это было не путешествие. Масата поинтересовался ее личностью, и она представилась как Аманте, одна из 4 злодеек повстанческой группировки Риблиан и предательница матерей. Заинтригованный, Метаи попросил больше информации. Аманте рассказал, что они были группой детей, восставших против своих матерей, и мать Масата была среди тех, кто удивился, увидев их. Масата объяснил, что кто-то из его группы задал ненужный вопрос. Испугавшись матери Масата, Аманте сбежал, не объяснив причины. Другие искатели приключений прибыли, чтобы спасти ее, оставив Масата в недоумении. Шуриос предложила воспользоваться ключом, чтобы выйти из подземелья, и снаружи она объяснила ситуацию. Матери искали своих детей, которые присоединились к
повстанческой группе, узнаваемой по базе данных игроков. Шури предложила остановить их, а Масата предложил создать гильдию и набрать новых членов. Сцена перешла к созданию импровизированной гильдии. Масата сомневался, что это похоже на настоящую гильдию, но Момока назвал ее гильдия мамочек, и Мимаку записал эту идею. Расстроенный Масата счел ситуацию неразберихой. Момока настаивала, что мама сделает так, чтобы все чувствовали себя желанными гостями, но Масата поправил ее, подчеркнув, что это гильдия, а не отель. Шури упомянула о подарке, который они получили в честь основания гильдии и который сейчас находится в их хранилище предметов, поощряя их использовать его для создания веселой гильдии. Когда она уходила, появилась Вайс в костюме горничной и спросила, не нужно ли им чего-нибудь. Хай и Порта присоединились друг к другу, выглядя очаровательно, и все они сияли. Масата признался, что не мог не пялиться на них, за исключением Порта. Уайс приписал это Шури, утверждая, что она правильно подобрала размер. Митай шепчет, что все, что ей нужно было сделать, это расправить грудь, и Вайс приглашает ее на свидание. Бета интересуется находками Масата, и он рассказывает, что они нашли один и тот же предмет. Они рассуждают о чувствах Масата к своей матери. Позади них входит Мамака и хвалит их наряды. Масата объясняет, что чтобы облегчить психическое напряжение своего сына, он запретил его матери носить косплей. Поскольку Вайс и Митхай не согласны друг с другом, им это не доставляет удовольствия. Порта выражает желание носить тот же наряд, что и Мамака, и Митхай соглашается. Масата подчеркивает, что он здесь не для развлечения, и просит проявить больше заботы. Мамака отдает должное милым нарядам, заявляя, что у гильдии мамочек многообещающее будущее, и поощряя их стараться изо всех сил. Группа согласна с этим, и Уайс упоминает об их цели набрать больше членов. Мамака предлагает отремонтировать их домашнюю базу, а Порта предлагает использовать свой навык создания предметов для улучшения. Они разделяют задачи, чтобы сделать работу более эффективной и приветствовать новых членов. Сцена переносится в торговый центр, где Масата обращает внимание на разнообразие доступных товаров. Порта задается вопросом, оценила бы что-нибудь Мамака. Наблюдая за их волнением, Масата подвергает сомнению свои собственные действия, отмечая, что у них есть порталы назад. И, возможно, им не нужно там находиться. Сцена возвращается к Мамако, убирающей комнату Масата. Вайс ставит под сомнение необходимость этих действий, и Мамако объясняет свое желание сделать комнату чистой и приятной для Масата. Она вспоминает о матерях. Услышав звук, они что-то проверяют и находят. Сцена переносится обратно в торговый центр, где Порта выражает удовлетворение своими покупками. Масата ценит ее улыбку и подходит к кассе. Они сталкиваются с Амандой, которая упоминает о трудностях с сохранением запасов. Битай говорит о раскаивающейся девушке, которая вчера поранила свое тело. Аманда расстраивается, и Масата утешает ее, но Аманте советует не недооценивать группу повстанцев, так как она не скажет им, что послала убийц в их гильдию. Из-за чего Масата и другие остаются беззаботными, поскольку Момоо достаточно силен, чтобы разберись с ними. Через некоторое время срочно прибывает Уайс и сообщает им о тяжелой ситуации в гильдии. Момоо вот-вот проиграет. Масата спешит обратно на базу. Когда Масата бежит к гильдии, думая, что мама сильная и она никак не может проиграть, что-то происходит. Он открывает дверь и видит, как воровка и ее мать продают хрустальный шар. Воровка утверждает, что если она купит его, то их гильдия добьется успеха и предлагает специальную распродажу. Мамока задается вопросом, что ей следует делать, а Масата понимает, что она вот-вот проиграет продавцу, который ходит от двери к двери. Мужчина пытается убедить ее, что каждый член гильдии получит многоцелевую атаку с 2 ударами, и его сын будет очень счастлив. Мамока говорит, что заплатит за это любую цену, а Вайс говорит, что она почти убеждена в этом. Бетай говорит, что если он упомянет имя Масата, то легко одержит над ней победу. Масата просит мужчину не говорить как продавец и говорит своей матери, чтобы она не позволяла такому сомнительному парню, как этот, одурачить ее. Когда вор убегает, Порта в шоке говорит, что это бомба, а Уайс говорит, что они должны что-то предпринять. Митай предлагает схватить ее и прыгнуть в море. Масата в шоке. Но Порта говорит, что она может взорваться в любой момент, и просит всех бежать. Мамока обнимает ее и просит не плакать, так как мама уверяет, что все будет хорошо. Масата спрашивает, что она делает, и мама отвечает, что гладит ее по голове. Бомба плачет как ребенок, а Мамока говорит, что успокаивающие поглаживания по голове помогают, и кристалл возвращается в нормальное состояние. Масата понимает, что это прекратилось, а Порта говорит, что это был еще один особый мамин навык. Мамины шлепки по голове могут успокоить что угодно или кого угодно, кто вот-вот взорвется. Сцена переносится в лес, где Масата предполагает, что продавец был убийцей, подосланным Аманте. Вайс спрашивает, была ли это Аманте, и Масата задается вопросом, ожидала ли она, что она придет. Внезапно появляется Аманте и говорит, что она пришла, потому что все ждала взрыва. Мудрая женщина замечает, что она не может держать рот на замке, и Аманте велит ей заткнуться. Масата спрашивает, был ли убийца, о котором она говорила, продавцом. Аманте подтверждает это, но больше ничего не говорит, утверждая, что это было подло послать им шиллинг. Масата задает вопросы о Бобе, и Аманте отвергает это, говоря, что это бесполезно. Когда Мимока просит сказать ей пару слов, Аманте говорит ей, чтобы она с ней не разговаривала. Масата спрашивает, куда она направляется, а Аманте отказывается отвечать. Она упоминает, что следующий убийца уже в пути, и раздается громкий взрыв. Они находят 3 головорезов на своей базе, которые закладывают бомбы по всему городу. Масата говорит, что они не могут этого допустить, но мужчина говорит, что у него есть детонатор. Он настаивает на том, что его удовлетворят только горничные, в
том числе Момока в костюме горничной. Момока задается вопросом, что же ему делать, а мужчина смеется и говорит, что они должны подавать ему еду. Когда бандит видит Момоку в костюме горничной, он замечает, что она выглядит в нем великолепно. Поскольку Масата чувствует себя подавленным, услышав это, Момока старается угодить бандитам. Бандиты хвалят жареный рис, а Момока упоминает, что предпочла бы жареную свинину. Бандиты вспоминают, как их матери готовили такие блюда, и выражают желание снова отведать мамину еду. Когда они едят, Масата думает, что с ними легко справиться. Когда они заканчивают, головорезы говорят, что им нужно нечто большее, чем просто еда, чтобы насытиться. Они сообщают о наличии бомб по всему городу и требуют, чтобы их отвели в спальню. Масата злится, называя их чудовищами, но Момока советует сохранять спокойствие. Бандиты предлагают применить силу, напоминая им о бомбах. Момока призывает Масата и остальных успокоиться. Бандиты ложатся спать и спрашивают о том, можно ли их уложить спать. Масата расстраивается, задаваясь вопросом, чего еще они хотят теперь, когда их аппетиты удовлетворены. По мере того, как ситуация обостряется, Момока удается удивить и Масата, и головорезов, попытавшись успокоить их. Когда Момока накрывает головорезов одеялом, они подразумевают, что имели в виду нечто большее, чем просто одеяло. Момока пытается спеть колыбельную, и головорезы засыпают. Момока смотрит на их милые спящие личики, и Масата задается вопросом, удивительная ли у него мама или с ними просто легко. Сцена сменяется рассветом, и бандиты извиняются за причиненные неприятности и уходят, чтобы забрать другие бомбы. Момока говорит им, чтобы они шли домой и помогли своим мамам почувствовать себя лучше. Масата спрашивает, зачем они пришли сюда. Ночью Момока проводит собрание, и Масата спрашивает ее, не хочет ли она что-нибудь сказать. Момока упоминает о гневе Аманты по отношению к матерям и о том, почему она злится на них. Когда Аманте входит, чтобы расспросить о вернувшемся убийце, она смущается и избегает объяснений, почему пряталась за скалой. Разговор приобретает юмористический оттенок, когда они обсуждают ванны и чистоту. Утром горожане дарят подарки и извиняются за действия своего сына. Матери решили вступить в гильдию и помочь очистить башню. Масата удивлен. Когда Масата спрашивает о своих сыновьях, они отвечают, что у них есть своя работа, и они должны заботиться о ней. Когда Масата и вся компания направляются к подземелью, они достигают его, и Момока предлагает им немного поговорить. Когда одна из матерей подходит к Масата, она объясняет, что оставила все окна дома открытыми из-за хорошей погоды. Однако, поговорив с другими мамами, она узнала об ограблениях по соседству и беспокоится о том, что ее дом может стать мишенью. Масата убеждает ее не беспокоиться об окнах, но она продолжает беспокоиться. Масата просит Вайс использовать свою магию, чтобы отправить женщину домой, и Вайс соглашается. Женщина рядом с базой предлагает пойти с ней, так как ее дом находится недалеко. В подземелье Аманте раскрывает свой план похоронить их заживо с помощью бомб. Она спрашивает, где они находятся, и по ошибке приводит в действие детонатор, что приводит к взрыву. Уайс изо всех сил пытается телепортировать матерей в безопасное место. Одна мать спрашивает Мидхай, может ли она вылечить хрящ в колене, и Мидхай рекомендует глюкозамин, пытаясь отыграться. Момока говорит, что зачистка подземелья – это очень весело, в то время как Масата упоминает, что они еще даже не заходили внутрь. Когда Вайс выразила облегчение от того, что они оказались внутри башни, и упомянула, что телепортации не было, Мидхай предложила бросить ее в море, чтобы ускорить их продвижение. Но когда Мидхай возразила, что это не весело, так как Вайс не оскорблял ее в ответ, Масата посоветовал Мидхай не беспокоиться о Вайзе, но она настаивала, что все в порядке. Когда Масата попросил Вайза запрыгнуть на него, Вайс забрался на плечи Масата, находя это утешительным, в то время как Масата прокомментировала, она такая тяжелая. Матери пошутили о своей молодости, и когда они последовали за ней, Момока заметила, что им нужно добраться до вершины башни. Добравшись до участка, где обрушился потолок, Шираз объяснила, что причина неизвестна, но предложила использовать обломки, чтобы подняться на следующий этаж, пообещав помочь. Они были в безопасности, и Масата нашел ее очаровательной. По мере того, как они продвигались вперед, Аманте, спрятавшаяся среди обломков, появилась с планами использовать волшебную палочку для усиления эффекта. Масата предупреждал о возможных атаках монстров, но мамы были спокойны, что побудило Мимоку предложить перерыв. Аманте раскрыла секретную ловушку, которую она установила на потолке. Удар молнии срабатывает всякий раз, когда кто-то поднимает металлическое оружие. Столкнувшись лицом к лицу с монстром, она подняла свое оружие, готовясь к нападению. Тем временем группа Масата наслаждалась обедом, а мамы хвалили стряпню Момока. Бетай обратила внимание на расслабленное поведение Вайс, но Вайс настаивала, что она чувствует себя лучше. Масата предложил оставаться начеку в башне, но Момока заверила их, что мамы всегда готовы, когда это необходимо. Внезапно раздался громкий звук, и Амонте упала, признавшись, что сама привела в действие свою ловушку. Она усомнилась в присутствии мамы, расстроенная их опозданием. Момока извинилась, сославшись на то, что у мамы много обязанностей. Аманте прогнала их, обвинив в своих бедах мам, и вызвала Момока на соревнование по стирке, решив достичь вершины башни. Между Момока и Аманте началось соревнование по стирке.
Аманте поспешно вымыла посуду, хвастаясь своими навыками и призывая Мамако уступить. Мамако творчески использовала свой меч, используя мыло, и без особых усилий вымыла посуду. Обвиненная в жульничестве, Мамако была объявлена победительницей. Аманте поклялась выиграть следующий раунд. Мамоко предложила устроить соревнование по стирке одежды, что навело Масато на мысль о стиральной доске, спровоцировав ее напасть на него. Несмотря на протесты Мамато, Аманте энергично выстирала рубашку. Мамоко посоветовала ей быть помягче, обнажила меч и изящно почистила рубашку. Мамако была объявлена победительницей. Утверждая, что материнская любовь делает возможным все, Мамоко утверждала превосходство своей матери, а Масато сетовал на сложившуюся ситуацию. Аманте, полная решимости не признавать поражения, заявила, что на самом деле она не проиграла, и поднялась на 81 этаж. Масато наблюдал за разворачивающимися событиями на 81 этаже, когда наткнулся на необычную плитку, Хай игриво толкнул Вайза на нее. И наступив на нее, они окутались сияющим светом. Порта и Масато почувствовали себя легче, осознав, что плитка снимает их дневную усталость. Однако Шури рассказала, что это была ловушка, которая лишила их снаряжения, сделав их более уязвимыми. Масато, предвидя голос своей матери, выдержал это, признавая его предусмотрительность. Обеспокоенный, Мамако спросила, не чувствует ли он себя плохо, а Шури выразил сожаление, что не предупредил их о треке. Подчеркивая осторожность в подземелье, особенно на 90-м этаже, где могут встретиться монстры, Масато подготовился к тому, что его ждет впереди, а Ви и Мет выразили поддержку. Вайс и Митхай усомнились в разочаровании Масато, когда группа собралась, подчеркнув важность нормальной реакции. Пока они готовились, Масато не мог поверить в ситуацию, учитывая, что их защита в нижнем белье была практически нулевой. Они столкнулись с Амантой на 81-м этаже, которая в спешке активировала ловушку, оставив ее полуобнаженной. Признавая ее храбрость, Масато отметил, что ее положение было не лучше, чем у других. Аманта, сдержав свое обещание, выпустила монстров на волю, чтобы сокрушить их. Узнав Пучи, преображенного искателя приключений, одна из матерей умоляла не причинять ему вреда, раскрывая план подставного искателя приключений. Несмотря на хаос, Мимоко поклялась не причинять вреда Пучи и его друзьям. Когда монстры напали, они побросали оружие, умоляя мать о помощи. Все монстры плакали, так как Масато сказал, что они просили своих матерей о помощи. Аманте была расстроена и спросила их, не ненавидят ли они своих матерей, когда она достала камень. Когда пошел дождь, монстры почувствовали себя такими злыми, что их желание разозлиться усилилось. Они достали свое оружие и направились к своим мамам, так как Аманте приказала им забрать его, а сама отправилась за одеждой. Масато сказал, что возможно он мог бы напасть на них и замедлить их движение, но он отказался от этого, сказав, что случайный выстрел может поразить других мам. Мета использовала заклинание, чтобы создать барьер, а Вайс использовал ветер, чтобы отвлечь монстров, так как у них была отличная комбинация. Масато сказал, что они были действительно потрясающими, а Мамоко сказала, что это было здорово, и теперь пришло ее время, так как она могла сделать, когда это было важно. И спросила матери, если бы они в это поверили. Их дети превратились в монстров и нападали на них, но то, что происходило, было реальным. Мать спросила, не потому ли это, что девочка что-то сделала, и это ее вина, и их дети не должны пострадать, на что Мамоко сказала, что она не думает, что это все. И она подумала, что в их детях есть что-то такое, может быть не в ней самой, а в чувстве несчастья. И, конечно же, это относится и к ним, к ее сыну, и она всегда чувствовала в нем то же самое. Точно так же, как родители испытывают чувства, так и дети испытывают их. Иногда это чувство счастья усиливается, и они могут нападать как монстры, но это часть их ребенка, так что они должны принять это. Мать спросила, имеют ли они в виду принять это и поговорить с ними, и это показалось ей хорошим способом, на что Мамоко сказал, что мамы могут использовать невероятные силы. Вспыхнул свет, когда она использовала его, чтобы превратить всех матерей в доспехи. Когда дети попытались напасть на свою мать, но безуспешно, матери прижали к себе своих детей, чтобы рассеять магию. Масато сказал, что для него это выглядело как сцена из ада, но все в порядке. Мамоко обняла его, сказав, что она так сильно его любит. У детей перехватило дыхание, они сказали, что их мамы наконец-то отпустили их. И Уайс спросил, не пытаются ли они расправиться с Амантой или что-то в этом роде, на что он ответил, что ему кажется, что он должен попытаться искупить свою вину за то, что он сделал. А знают ли они, какое желание Аманты пытается исполнить на вершине башни? Когда он рассказывает об этом идиоту, он хочет стереть всех матерей с лица земли. Матери спросили, не хочет ли Аманта стереть их с лица земли, и так как Масато был шокирован, Мидай сказал, что это ужасно. Порта сказал, что они должны поторопиться, чтобы остановить Аманты и помешать исполнению ее желания. Когда Масато и его спутники поднимались по лестнице, они знали, что тот, кто очистит башню, исполнит их желание. Аманте хотела использовать это, чтобы уничтожить всех матерей в мире. Благодаря Мамоке Песик, я очнулся от их чар и попытался остановить это, но Аманте победила их. Она утверждала, что собрала достаточно людей, чтобы победить их, и может справиться со 100 уровнем в одиночку. Когда Масато вошел в большой зал, он призвал их поторопиться. Они телепортировались наверх, и Масато оказался в странном месте, думая, что это похоже на РПГ. Группа разделилась, столкнулась с ловушками, но в конце концов благополучно воссоединилась. Масато почувствовал себя плохо и решил, что пришло время двигаться дальше. Однако он услышал голос и подумал, что там кто-то есть. Он обнаружил фальшивую версию своей матери и сказал ей не пугать его, так как она пыталась запереть его в клетке. Когда он уходил, его окружали фальшивые голоса. Двигаясь по переулку, он увидел выход, но пришел
пришел в ужас, обнаружив армию фальшивых матерей. Когда он был в стрессе, появилась Момоко, и Масата спросил, была ли она его настоящей матерью. Момоко подтвердил, что было много фальшивых мам, но он мог сказать, что она была настоящей. Они решили противостоять фальшивым мамам, и Момоко поклялся заставить их пожалеть о том, что напугал Масата. Они убежали, к ним присоединилась Вайс, которая рассеяла фальшивых мам с помощью своей магии цепи. Аманда выбила дверь ногой, и участники вечеринки столкнулись с ней лицом к лицу. Масата восхищался ее силой, а Аманте очень хотела уладить с ними все дела. Аманте поклялась заставить их заплатить за свои злые слова. Мудрые и Митаи сказали, что они просто сказали правду. Когда Масада спросил, ненавидит ли она его тоже, она сказала, что не знает, но так как он сын Момоки, она будет ненавидеть его. Битва началась, и Аманта атаковал, а Мудрые и Митхай пытались вмешаться. Митхай попыталась применить смертельное заклинание, но оно отразилось обратно, затронув ее и Мудрого. Масата попросил Порта о помощи, осознав, что они столкнулись с огромной силой. Аманда показала, что обладает пассивным навыком отражения атак, и потребовала повиновения. Пока Аманда говорила, она сказала Масата, что ей пришлось бы нелегко. Масата признал, что так оно и было на самом деле. Аманда предположила, что было бы лучше, если бы она избавилась от Момоки. Масата спросил, о чем она говорит, так как он этого не говорил. Аманда сказала, что как только все матери уйдут, все они будут свободны и смогут отправиться в приключения, о котором мечтают. Масата не мог этого понять, и она утверждала, что они смогут по-настоящему наслаждаться приключениями в этой игре, не испытывая разочарования. Она сомневалась, что была неправа. Мудрый советовал Масата не слушать эту девочку и взять себя в руки. Масата сказал, что есть и другие способы, и они должны прекратиться. Аманте обрушил на Вайза меч с потолка, используя магию. Аманте объявила себя волшебной фехтовальщицей, способной использовать магию. Когда Митхай попыталась атаковать, Аманте сказала, что если бы она не заблокировала удар, то урон отразился бы на ней. Она оттолкнула Митхай. Аманте обвинила Момоку в том, что она украла у Масата захватывающие приключения, уверенность в товарищах и радости отношений и любви. Масата вмешался, чтобы защитить свою мать, а Аманте утверждал, что Момока украл будущее, которое у него должно было быть, из-за чего все пошло наперекосяк. Масата настаивал на том, что не имеет значения, что все вокруг было сумасшедшим. Они были в уникальном приключении со своими матерями, сталкиваясь с беспрецедентными ситуациями. Он выразил радость от того, что оказался внутри видеоигры, признав, что его мать, которая была сильнее его, добавила элемент сумасшествия. Несмотря на раздражение, он признался, что немного доволен их диким приключением. Миока, взволнованный и восхищенный, одобрил слова Масата и предположил, что пришло время для финальной битвы. Миока хотела что-то сказать Аманте, но Масата убедил ее не привлекать к себе внимания. Подвергая сомнению отношения Аманте к матерям, Момока спросила, почему она хочет, чтобы все матери исчезли. Аманте отказывалась признавать их существование и выражала глубокую ненависть к матерям. Момока отругала ее легким выпадом, который превратился в настоящую мамину ругань, в результате которой здание взлетело на воздух. Расстроенный Масада не мог поверить, что Момока проигнорировала его совет о том, чтобы привлечь к себе внимание. Пережив нападение, Аманте попыталась убежать, но участники вечеринки, включая Масата, остановили ее. Когда она собиралась загадать желание, Момока напомнила ей замечание Уайза о свежих яйцах по утрам, что привело Масата к разочарованию из-за того, что он счел тривиальным желанием. Желание исполнилось, и появились свежие яйца. Момока выразила готовность позавтракать, а Аманте, пережив этот позолот, выплакала свою ненависть к матерям, спускаясь вниз. Масата, желая, чтобы произошло что-то нормальное, размышлял о неожиданных событиях их приключения. Сцена меняется, когда Аманте проклинает маму и ее друзей, катаясь в карете, и клянется, что повстанческая группа Рибл сделает их идеальный мир реальным. Сцена меняется, когда Момока отдает ужин Масата, а Шури поздравляет их с тем, что они остановили врага и завершили миссию. Она показывает им камень, темный предмет, который использовала Аманте, и решает тщательно его исследовать. Масата понимает, что есть еще 3 врага, и Шури просит их подготовиться к новому заданию, чтобы победить повстанческую группировку Ривла. Масата признает, что ожидал чего-то подобного. На следующий день, когда Масата и его компания покидают город, Момока выражает желание провести там больше времени. Масата настаивает, что они не могут оставаться здесь вечно, и размышляет о статуе, сделанной в честь освобождения башни, понимая, что они не могут предсказать будущее. Порта хвалит вкусное блюдо из яиц, приготовленное Момокой,